Привет всем! В этом видео я буду отвечать на вопросы рисунками. Вопросов действительно накопилось много, и я решила ответить на самые важные. Это видео, оно не будет веселым, потому что сейчас очень сложный период в моей жизни, но я пообещала работать, и это мне действительно помогает. Что будет с квартирой, когда у вас с Женей появится ребенок? Вопросы про детей очень популярный вопрос. Мы хотим детей, но договорились с Женей обсудить это к 26. Эта квартира не предназначалась для семейной жизни, это мастерская и студия, где мы будем работать. Конечно, следующая цель – взять квартиру с отдельной детской комнатой. Где ты была, пока не снимала видео? В этом году я много где была, много рисовала, создавала и фотографировала. У меня была трансформация внутреннего мира, когда ты выстраивал себя и точно понимал, что хочешь. Было тяжело, когда твое сердце всегда переживает, находится как будто в другом месте. Но мне кажется, ты хочешь услышать более легкую правду. Я просто не хотела снимать видео, потому что не знала как. Как тебе удается быть всегда такой позитивной? Неужели в твоей жизни нет никаких проблем, нежеланных моментов? Неужели у тебя настолько все хорошо, что ты всегда улыбаешься? Если честно, то да, я человек без депрессий. Я не убиваю себя кризисами и не роюсь в себе. Я знаю, чего хочу. Я все делаю медленно, чтобы насладиться каждой минутой. Все хорошо, и я улыбаюсь почти всегда. Так что я могу сказать, что я слишком скучна для многих людей. У меня нету оттерни к звездам, но я могу протянуть руку и вытащить оттуда, если нужно. Мне бывает больно, я злюсь и устаю, но это проходит очень быстро. У меня как будто антивирус сразу удалить даже не в карантин. Если бы в новой квартире жил домовенок, как бы он выглядел? Осматриваясь вокруг, мой взгляд упал на Рилаккума в костюме мышки. Я его всегда беру в поездки, обнимаю, все мои друзья его просто обожают. Мне его подарила Джиджи, и мы никогда не расстаемся. Сейчас я его обнимаю еще сильнее, потому что очень скучаю по ней. Мой домовенок – это он, защитит даже от самых страшных снов. Чем хочешь заниматься в 2019 году? У меня есть невыполненное желание с этого года побывать в невесомости. Также хочу поехать в Лондон на месяц школы английского вместе с Capital School, нарисовать 10 картин, сделать выставку в Нью-Йорке, открыть магазин одежды в Токио. Мне хочется снимать видео на YouTube и развивать Instagram-профиль, как минимум уже наконец увидеть сакуру в Японии. Какие были у тебя эмоции во время поездок по городам России, когда ты видела, сколько людей поддерживают твое творчество? Какой ты получил опыт? Тур по городам с выставкой показал, как выглядит любовь. Ты собираешь людей вместе и просто их обнимаешь. Именно вы, ребята, помогли мне поверить в себя еще раз. Я столько комплиментов никогда не слышала. Мне было стыдно, и я хотела перебить и сказать: ты красивая. Именно ты очень красивая. Хочется видеть вас чаще, чтобы мы заряжали друг друга и мотивировали. Какое твое самое счастливое воспоминание из детства? Я помню, мне было лет 5, я спала, и меня потихоньку разбудила мама. «Леночка, там Дед Мороз подарки тебе оставил». Я, не успев освободиться от одеяла, побежала в комнату и увидела Барби, кукольную мебель и маленького пушистого паука, который прыгает от нажатия. Барби так и осталась под елкой, а этот паучок помог побороть страх темноты. Очень жуткая у тебя квартира, я бы в такой не жила. Я заметила, что многим не понравилось мое свадебное платье, теперь наш дом. Это забавно и даже хорошо. Если бы всем нравилось то, что я делаю, что бы было в этом интересного? Все, что вы видите, это отражение нашего жжения внутреннего мира. И этот мир многим непонятен. Меня засыпали комментариями, что все только мое. Мне сложно говорить «мы», потому что я — это он — это я. Все эти вещи тоже его, даже пушистые игрушки он выбирал мне сам. Я считаю, что без этого человека у меня бы ничего не получилось. Мы слились настолько сильно, что даже не понимаю слов «а где место для Жени?». Каждый элемент в ремонте был согласован совместно, и многое выбирал он сам. И раз мы говорим с вами честно, то есть еще одна вещь, которую я вам готова рассказать. Это о боли, которая еще не превратилась в понимание. Я стараюсь не испытывать боль и принимать ее как часть прожитого дня. Но сейчас мое сердце так кричит, что я больше не могу закрывать его руками.
У меня погиб любимый человек. Эти новости подтвердили родители, но мы сразу знали, это правда. Джиджи умерла по-настоящему 15 декабря 2018 года. Мы должны были увидеться 28-го и праздновать с ней Новый год. Ее нашли на веревке в своей квартире. Что я могу рисовать от разбитого сердца? Зачем я вообще вам это рассказываю? Да потому что она даже не оставила нам записки, даже не попрощалась. Вы должны знать, хотя бы вы. Когда не знаешь, это так отвратительно. Тогда, в том году, было прощание с интернетом. Она попросила меня не говорить о том, что она жива. Она не разрешила увидеться с ней, пока не поправится. Мы говорили много по телефону, и я была уверена, что она справится, потому что это самый сильный человек, которого я знала. Она любила нас с Женей, но эта любовь оказалась слабее болезни. И, наконец-то, ей не больно. Берегите близких. Берите трубку телефона, даже когда очень заняты. И просто прекращайте быть эгоистами для любимых. Она была больна. Она была несчастна. Но она любила творчество больше жизни. И я буду теперь за двоих создавать, и ты не умрешь, обещаю. Пока я существую, ты есть. Можно в последнем моем рисунке я отвечу на свой вопрос, как бы странно это ни звучало. Ее смерть напрасна? Моя жизнь тоже? Нет. Я не хочу, чтобы все это не имело смысла. Она всю жизнь боролась с социальным насилием в своей стране. Она удалила аккаунт в социальных сетях из-за кибербуллинга и угроз на улице. Она бежала из города, потому что ей было страшно быть не такой, как все. На сегодня Россия лидер по количеству издевательств и агрессии в социальных сетях. И почти каждый второй подросток хоть раз в жизни был жертвой этого явления. Я сама постоянно подвергаюсь травле из-за своего необычного вида, и до сих пор это происходит. Хочу, чтобы вы помогли мне. Хочу создать с вами движение, направленное на борьбу с этим. Напишите ваши истории, когда вы сталкивались с буллингом в школе, институте, на улице или в интернете. А с вами всегда была ваша Елена Шейдлина. Увидимся совсем скоро.